Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание встрече нового 2024 года. Как же встретить правильно зеленого деревянного дракона, что нельзя ставить на стол и что должно быть обязательно в доме при встрече Нового года, чтобы 2024 год был для вас действительно изобильным, денежным и благополучным. Давайте вместе с вами, друзья, в этом более подробно разбираться. Вообще 2024 год — это у нас с вами символ именно зеленого деревянного дракона. Если мы берем древнеславянский календарь, то это год темного лося. Но в одном и в другом случае эти символы, эти хозяева года достаточно сильные по своей энергетике. И каждый из вас это ощутит по-своему. У кого-то будут достаточно кардинальные перемены, связанные с работой, с деньгами. У кого-то будут кардинальные изменения в личной жизни. Поэтому ваша задача не заострять внимание на чем-либо, а двигаться и идти вперед. И стараться все сферы своей жизни обязательно уделять им внимание. То есть не только, например, работе и деньгам, но не забывайте личной жизни, своему здоровью. И тогда для вас 2024 год пройдет достаточно удачно и благополучно. Также обращаем ваше внимание, где бы вы ни находились в 2024 году, у каждого человека будут происходить изменения, будут открываться вот тот какой-то негатив, возможно, проблемы, которые были у вас в прошлом, но вы их не решили. Поэтому постарайтесь еще в 2023 году решить, а что для вас важно, что для вас нужно и чего вам стоит сделать. Кроме того, не забудьте в последние дни декабря 2023 года прописать планы, мечты и желания на следующий год. Ну и давайте мы с вами для начала уделим внимание столу и поговорим о том, что же нельзя готовить на стол при встрече нового 2024 года. Еще раз напоминаем, что следующим годом у нас с вами является символ зеленый деревянный дракон. И вы знаете, это уникальное существо, но нужно понимать и осознавать, что можно готовить и ставить на стол, а что ни в коем случае нельзя, потому что все-таки на новогоднем столе должны быть именно те продукты питания, те напитки, которые вам привлекут в 2024 году изобилие, достаток и благополучие. Итак, что же не следует ставить на новогодний стол в год дракона? Первое, очень важно, друзья, это блюда, приготовленные с использованием живого огня. Что значит живой огонь? Это настоящий огонь. То есть это не электроплита, это не газовая плита, а именно живой огонь. Ну, например, не стоит готовить именно шашлыки, потому что это может принести вам какие-то проблемы уже в 2024 году и даже уже в январе. Кроме того, это показывает неуважение к символу следующего года. Да, символ следующего года не вступает в свои права ровно 1 января. Но помните о том, что очень важно правильно подготовиться к этому. Также из вашего меню должно быть обязательно быть исключена любая консервация. Дело в том, что считается, что именно хозяин года любит свежеприготовленное мясо и рыбу. Поэтому копченые колбасы, мясо, рыбные всевозможные консервы, этого ни в коем случае не должно быть на вашем столе. Подумайте о том, что это было вкусненько, но в то же время свежеприготовленное. Также ни в коем случае на вашем столе не должно преобладать полуфабрикатов и продуктов с долгим сроком хранения. Помните о том, что у нас надо уважать все-таки символ этого года, потому что он может вам принести и изобилие, и достаток, и благополучие. И ваше неуважение или ваши неправильные действия, к сожалению, могут привести к каким-то не очень хорошим событиям и последствиям. Также не стоит ставить на стол и жирные блюда. Все-таки поберегите себя.
Далее, ни в коем случае на ваш стол, на вашем столе не должны присутствовать какие-то острые блюда или блюда, приготовленные с острыми специями. Также обращаем ваше внимание, откажитесь от белого перца. Если вы любите использовать белый перец при приготовлении блюд, именно в эту новогоднюю ночь при встрече Нового года не вздумайте использовать именно белый перец. Обращаем на это ваше внимание. Теперь давайте поговорим о том, что должно быть обязательно на вашем праздничном столе. Дело в том, что дракон, он любит разнообразную еду. И, во-первых, как вы уже поняли, все должно быть свежее, натуральное и, конечно же, вкусное. Поэтому в качестве, например, главного блюда может подойти мясо. Также добавляйте специи, те специи, которые вы любите. Далее, также вы можете использовать рыбу и морепродукты. Дело в том, что таким образом вы просите дракона именно через эти продукты питания оказать вам поддержку в наступающем году. Также не забывайте про фрукты, особенно мы с вами говорим об таких как цитрусовые, яблоки, груши. Это все вам поможет. Кроме того, старайтесь, чтобы на вашем столе обязательно была зелень, в том числе и зеленый лук. Также вы можете приготовить салаты и с рыбой, и с овощами. Вы знаете, в интернете очень много всевозможных именно меню, всевозможных рецептов, при этом иногда прям пальчики оближешь. Ну и, конечно же, не забывая о вкусностях, о сладостях на нашем новогоднем столе. Поэтому используйте десерты, но обращаем ваше внимание, что они должны быть легкие, без каких-либо жирных тех же сливок, без сливочного масла и так далее. Главное, чтобы на вашем столе было все в меру, было все вкусненькое, интересное и в то же время легкое. Не забывайте о свежих фруктах и овощах. Ну, теперь давайте поговорим об сервировке стола при встрече нового 2024 года. Очень хочется, чтобы каждый встретил его в своем доме, в окружении близких и родных людей. Даже если вы в эту новогоднюю ночь будете в другом месте, в другой стране, на другом материке, не расстраивайтесь. Поблагодарите ангела, поблагодарите высшие силы. И, возможно, вам на данном этапе в жизни нужно пройти какие-то жизненные уроки, экзамены. И далее вам будет намного легче. Главное, встречайте новый 2024 год без слез, без истерики, без депрессии, потому что это ни к чему не приведет. Так вот, как же правильно украсить новогодний стол? Во-первых, он должен быть необычным. Не забудьте подготовить новую скатерть. Вообще, при встрече Нового года хорошо вообще поменять скатерть, поменять полотенца, при этом как банные, так и на кухне. Не забудьте красивые и салфетки. Также можете использовать свечи, подсвечники, но помните о том, что здесь все зависит от вашего внутреннего состояния. Обращаем ваше внимание, что хозяин 2024 года любит именно цвета. Какие цвета? Да, это могут быть цвета красные, это может быть зеленого цвета, и черного, и золотистого цвета. Поэтому и используйте это при сервировке стола. То есть посуда у вас может быть и красного, и зеленого, черного цвета, золотистого цвета, но ни в коем случае не белого цвета. Обращаем ваше внимание. Также используйте в сервировке и в украшении своего дома, квартиры именно натуральные цвета. То есть, если мы с вами говорим о цвете красном, то он должен быть красный, а не в каких-то оттенках, которые сейчас вот модно придумывать. Кроме того, не забывайте, чтобы на вашем столе обязательно была деревянная посуда. Не забывайте, что у нас не просто символ года 2024 дракон, а деревянного зеленого. Поэтому старайтесь использовать при встрече Нового года именно цвет дерева и обязательно зеленый цвет. Поэтому, например, для закусок, для нарезок вы можете использовать какую-то деревянную посуду. Это может быть, например, даже какая-то красивая досточка. Их сейчас очень достаточно большое количество. Также не забывайте и о том, что, хотя кажется, что дракон, он такой вот
страшное, да, животное, его многие боятся, он огонь выпускает, но вы знаете, он все равно добрый внутри. И очень важно, чтобы вы его поприветствовали правильно, поэтому не забывайте о живых растениях. Ну, например, вы можете использовать те же веточки сосны. Во-первых, придаст запах, и в то же время вам это придаст энергии. Также вы можете использовать салфетки, например, натуральных оттенков или с каким-то рисунком, но связанных именно с цветами и с растениями. Но помните о том, что в вашем доме при встрече Нового года и на протяжении всего 2024 года не должно быть неестественных и кричащих красок, потому что все-таки помните о том, что у нас следующим годом является символ зеленый деревянный дракон, поэтому постарайтесь отдать предпочтение, например, блестящим каким-то игрушкам, гирляндам. Также можете, возможно, найти какие-то переливающиеся фигурки, и это будет очень здорово. Но ни в коем случае в вашем в декоре, в украшениях не должно быть ничего такого броского, безвкусного, такого кричащего. Этого не должно быть. Также в декоре вы можете использовать и бежевый, зеленый, коричневый, красный. Это вот те цвета, которые даже не просто вам на протяжении помогут в новогоднюю ночь, но и на протяжении используйте всего 2024 года. Белый мы не рекомендуем вам его использовать от слова совсем. Также вы можете использовать и композиции, всевозможные венки из веток, шишек. Там, как правило, преобладает и дерево, преобладает и зеленый цвет, и в то же время преобладают и красные ягоды. Желательно, конечно, чтобы вот такие вот композиции из веток, шишек или венки были из натуральных и природных элементов. Поэтому, если в вашем кто-то регионе своими руками это делает, обязательно купите хотя бы одну. Также обращаем ваше внимание, что вам нужно быть щедрым не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всего 2024 года. Потому что если вы будете щедрыми, мы не говорим о том, что вам нужно сейчас в новогоднюю ночь раздарить всем самые дорогие подарки. Нет, просто будьте открытыми, старайтесь нести радость, любовь, мир, изобилие в свою жизнь, в свой дом и, конечно, с теми людьми, кого вы любите. И тогда покровитель 2024 года, он поможет вам не только в каких-то ваших делах, но и во всех ваших начинаниях. Также, девочки и мальчики, постарайтесь использовать при встрече Нового года обязательно свечи. Сейчас очень много красивых свечей, и это, знаете, поможет вам и замотивирует, возможно, на реализацию каких-то новых ваших желаний. Помните о том, что красная свеча, она привлекает любовь, зеленая привлекает свеча деньги, белая здоровье, золотая процветание и достаток. Также вы можете использовать и свечи нескольких цветов. Это тоже хорошо, потому что таким образом вы приглашаете и показываете хозяину года, что вы ждете новый 2024 год. Также старайтесь, чтобы на вашем столе было как можно всевозможных лакомств, был праздник. Старайтесь. Где вы можете встречать? Вы можете встречать дома, вы можете встречать в гостях, в ресторане. В общем, где вам нравится и как нравится. Что лучше всего дарить в год дракона? Вы знаете, очень, очень интересный и важный нюанс. Очень важно именно при встрече Нового года и на протяжении 2024 года, если вы дарите деньги, то обязательно нужно дарить его в красном конверте. Обращаем на это ваше внимание. Почему? Потому что именно красный цвет – это цвет активации, и это именно
именно действия по привлечению денег. Обращаю ваше на это особое внимание. А также хорошим подарком для ваших родных и близких будут сладости, съедобный букет, бонсай, открытки с драконами. Возможно, вы видели в вашем регионе или в вашем городе очень красивые сейчас уже открыточки продаются. Возможно, какие-то милые дракончики, вазы и другие красивые интерьерные вещи, которые обязательно привнесут и радость, и благополучие, и изобилие, и достаток. Главное, верьте в лучшее, вне зависимости, где вы, друзья, бы находились. Помните о том, что только от ваших истинных желаний вы можете изменить свою жизнь. Помните, пожалуйста, об этом. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно, девочки и мальчики, подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующий рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.